Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами обсудим мой любимый премиум тяж на сегодня. То есть я играю больше всего сейчас своего времени по фарму, когда именно на этой машине. Почему я выбрал его, почему я не взял ИС-6, тоже льгот, тоже хорош. Сегодня постараюсь на все вопросы ответить. В целом, заранее, те, кто не любит смотреть долго видео, я могу сказать, стоит ли танк своих денег, стоит ли брать его за боны. Да, однозначно стоит. Вы получаете очень плотный льгот, который стабильно может наносить урон. То есть я примерно веду вот такую статистику. У меня за 106 боев средний урон 1670 и уже выхожу на вторую отметку. Да, я понимаю то, что я не прям профессиональный там игрок и не то чтобы я там статист какой-то, но в целом мой аккаунт выглядит вот так. Кому вдруг интересно, у меня только один аккаунт, только этот, на нем учусь, страдаю и, скажем так, основная игра происходит вся здесь, потому что качать твинков не в моих интересах. Вернемся к машине. У нас есть хорошая броня. Почему я выбрал этот танк взамен ИС-6 своего? Потому что есть броня. ИС-6, он очень рыхлый танк по сравнению с ВАЗиком, потому что там и броня поменьше. Да, может быть скосы там и получше, но в целом здесь у нас 120 лоб, 120 борт. То есть играть от борта на этой машине просто кайф. Плюс 230 мм башня. Здесь есть, да, большие люки, но здесь нет планки, как у X6, и люки танкуют, пожалуй, чаще, чем планка вот эта на X6. По пушке у нас стандартный деструктор, 390 альфа, 196 пробой и 250 мм пробой кумулем. С девятками 250 хватает. Большинство девяток, в принципе, можно брать и обычным ББ-снарядом. Бронебойным, кто не знает, что такое АББ. По сборке экипажа обязательно качаем боевое братство и ремонт. Это два основных перка, которые вам прям необходимы. У командира, конечно, я не буду объяснять то, что должна быть лампочка. Это и так, в принципе, понятно. Дополнительные перки я взял плавный ход и плавный поворот башни. Это улучшит ваш стабилизатор. Объясню сейчас по сборку именно по сборке оборудования. Объясню, почему такие перки. Вернемся к оборудованию. Я выбрал для себя одну только сборку, играл на разных. Я поставил вентилятор, досылатель и стабилизатор. Здесь можно было поставить вместо вентиляции улучшенную закалку, повысив ваше количество очков прочности. Но в целом я поиграл на такой сборке и понял то, что вам позволяет жить на выстрел дольше, не позволяет вам настреливать урон в важных моментах. Вентилятор решает, он улучшает характеристики машины в целом, и потому я за вентилятор. В целом, почему, спросите, у меня доп. Паёк? Ну, просто потому, что у меня есть пожаротушение на танке, и я стараюсь максимально вытягивать из него прям все возможное. Поэтому сейчас мы с вами посмотрим непосредственно collision модель этой машины, обсудим броню, и после этого я покажу вам свой бой, который мы сегодня с моим совзводным и близким другом Саней сыграли. Там очень хороший бой на неплохое количество урона. Так что давайте переходим в collision. Рассматривая более детально collision модель ВЗ-111 Альпийский Тигр, кто не знает, это тот же самый танк, что и обычный ВЗ-111, коих в рандоме сейчас маловато, потому что танк довольно редкий, но это та же машина, просто с 3D камуфляжем. Видим, что у нас во лбу 120 мм, имеем приведенки 250. Что такое 250-260? В ВЛД вас одноклассники пробивать не будут. Да, будут проблемы с девятками, но с одноклассниками, тем более если вы умеете танковать, доворачивать, играть ромбом, проблем не будет. НЛД рыхлый, там приведенки 170. Под острыми углами вы вряд ли будете, когда выезжать, но если доворачивать опять же корпус, отбивать танк может. Борт у нас также 120 мм, там ничем он не пробивается абсолютно. Очень хорошо держит удар бортом. Башня у нас летая. Пробиваются только вот эти лючки, и то не всегда. То есть есть такие зоны, когда от лючка тоже отлетает. В целом танк по бронированию намного лучше, чем ИС-6, потому что здесь реально машина способна держать удар, и выбирая чисто по броне между этими двумя танками, я за ВАЗик, однозначно. Шестерка тоже хороший танк, но ВАЗа будет лучше. И если вы думаете, что выбрать за боны ИС-6 или ВЗ, лучше выбирайте ВЗ. Оно быстрее, она быстрее на порядок, у нее лучше броня, динамика лучше, и в нашем современном рандоме, я считаю, это два показателя, которые у тебя же должны быть, и ВАЗик переигрывает ИС-6. Поэтому сейчас мы с вами посмотрим бой, который я сегодня сыграл. Поехали к бою. Забросила нас на карту Highway, как видите, сетап у нас одни восьмерки, учитывая, что это танк льготный, чаще всего вы будете видеть именно такие бои, что не может не радовать, конечно же. Я принимаю решение, общаюсь со своим совзводным,
то, чтобы он ехал со мной в город. К сожалению, для него это сыграет неприятную такую роль, потому что он окажется не рядом, я не смогу ему помочь. Но мы сможем реализовать свою машину в полной, скажем так, мере. Сейчас посмотрим разъезд. То есть я понимаю, что на хайвей нужно ехать только в город на тяже, тут по-другому быть не можем. Видим, что танк набирает без проблем 30 км в час. Сейчас с горки будем ехать все 40, без каких-либо проблем. Глядя на машину, то есть танк выглядит потрясающе, действительно, 3D, этот камуфляж выглядит просто невероятно. Очень красивая машина, мне очень нравится. Конечно, хотелось бы, чтобы отметки были не просто звездочки, а как-то иначе, может быть, там тигры какие-то маленькие, было бы поприкольней. Видим, светится, что слева от нас ХВК противника получает уже наш ХВК, не пойми откуда. Союзники, как обычно, во всей красе. Первая минута боя пошла, и уже сейчас один из них отлетит. Почему я выбираю этот танк вместо С6? Ну, во-первых, для меня главное это динамика. То есть очень важно, когда вы можете приехать в позицию раньше противников. И это действительно важный момент, потому что многие танки, приезжая раньше вас, способны занять более выгодную позицию и отстреливать уже сразу проезжающие танки. И это важно, потому что тяжелые танки, они на самом, скажем так, передовом ключе боя идут впереди всех, и это необходимо понимать, то что вам необходимо реализовывать ваш наступательный потенциал, а если ваш танк не едет, соответственно, и реализовывать-то вам нечего. Видим, что ХВК противника кружится где-то здесь, засвечивается ПТшка советская Т-103. Я понимаю то, что может выехать противник отсюда, становлюсь аккуратненько ромбом. То есть ромбом мы прячем НЛД от противника, как я уже говорил, у этого танка очень хорошие плотные борта. Тем более в таком бою, где много ИСов, пробивать вас в борт никто не сможет. Вижу, засвечиваются танки, выезжаю, первый шот, свожусь до половины по Чеху без каких-либо проблем. Вылетает царская альфа 434. И начинается, скажем так, замес. Чех ошибается, даем ему еще один выстрел, снова повышенная альфа. У нас здесь 390 очков можно выбивать с каждого выстрела, 196 пробития. Я вижу, что здесь труп, принимаю решение спрятаться за ним. В прицеле ИС-6 мы его без проблем выцеливаем в крышу. Кто не знает, как стреляться с ИС-6 с таким пробитием, цельтесь в крышу, там без проблем все залетает. Дальше я понимаю, что нужно убивать 103-го, потому что это ДПМная ПТшка, очень неприятная для наших союзников. И с ней нужно разбираться в первую очередь. Моего совзводного разминает ИС-6. Я ничем, к сожалению, не могу помочь, потому что если я выйду, я также буду терять очки прочности. Конечно, можно было бы поехать ему помочь, но он там совсем один. И союзные ИСы решили ему не помогать. Да, здесь я поступил неправильно, нужно было помогать союзнику, может быть даже проехать. Тем более, когда враги не смотрят, но в момент боя я думал немного иначе. ИС-6 пробует выехать. Стреляемся с ним в упор. Странно, кстати, не регистрируется выстрел. Я стрелял четко ему в люк, но снаряд куда-то улетел, к сожалению. Пробуем выстрелить еще раз. Без проблем его добирают союзники. Я не стреляю, соответственно. Вижу, что ИС-3 остается шотным. Пробую добрать его, но он по-умному доворачивает левее. А труп противника убитого мне не позволяет заехать. Как видим, прошло 3 минуты боя. У меня уже 2500 урона. Фуловый танк. Без каких-либо проблем. Играю чисто на ББшках. Это тоже очень важно. Вдалеке светится наш танк-побратим. Пока мы никого, к сожалению, не убили. Счет 5-4. И команда союзников начинает на левом фланге активно сливаться. То есть мы видим, что там остался один УДС под прикрытием Су-130. Но, скорее всего, УДС умирает. Я своему совзводному говорил за то, что если бы он поехал на этот фланг, он умер бы точно так же. Зажигаем выстрелом из 6. Очень приятно, когда другие танки горят. Думаю, вы со мной согласитесь. Получаю выстрел от Альпийского Тигра, даю еще шот по ИС-6 и понимаю, что его доберут без меня. Необходимо проезжать дальше. Вот почему важна вентиляция. Смотрите, я останавливаюсь, выцеливаю НЛД, полностью свожусь до упора и даю шот. Без проблем забрасываю на такой дистанции выстрел. То есть это важно. Если бы вы играли с закалкой, скорее всего, вы бы здесь не попали. Вентилятор дает именно повышенный шанс того, что вы сможете попадать. У нас прошло 4,5 минуты боя. 3800 уже есть, 1140 натанковано. При грамотном использовании этой машины вы сможете стабильно держать 2000 урона. Стабильно сможете, если вы будете играть грамотнее, чем я, если не будете лезть на рожон и играть от ХП союзников,
то без проблем, да, двушку средухи можно держать, а то и больше, все зависит от вас. Танк довольно, как видите, динамичный, 45 едет без проблем, то есть для него скорость в 45 км в час, это его нормальная скорость. Тем более, учитывая, что это тяж, ездит практически как средний танк, и это приятно. За это мне он очень-очень сильно нравится. Жаль, что у нас в игре нет такой возможности, как тест-драйв. Было бы круто, если бы можно было прям танки тест-драйвить. Это вообще отбросило бы большое количество вопросов, да. Но, увы, имеем то, что имеем. Отстрелялась сушка, я спокойно выезжаю, пробую ему критануть часть танка. Понимаю, что ехать на него прямо не имеет смысла, нужно пробовать танкануть ромбом. Он меня выцеливает, я ставлю его на каток. Я перезаряжусь быстрее, чем он в любом случае, то есть уехать далеко он не сможет. Вижу, что заезжает елка в борт. Понимаю, что нужно решать что-то с сушкой, добираю ее без сведения и начинаю мансовать от елки. Елка пробует зайти в борт, не пробивает один раз, не пробивает корму, опять попадает в борт. И сразу елочка уходит у нас на КД. Я спокойно, размеренно свожусь на нее, даю на упреждение и даю 442 урона. 5197 урона, 1500 натанковано. У меня еще есть хп, я могу спокойно играть. Команда, слава богу, вернулась, отбила базу. То есть я здесь с таким же тигром, как у меня. Елка уходит снова на перезарядку. Я встал на захват, думал, что где-то с этой стороны он постарается отыграть. Потому что елка имеет очень хорошую маскировку. Он, в принципе, мог бы подъехать, попробовать сбить мне гусеницу или типа того. То есть сбивать захват. Но видим, что он не выезжает. Поехал куда-то в другую сторону. Давайте подведем итог. В принципе, бой уже ведется к своему завершению. Хочу подбить итоги именно по этой машине. Танк очень хороший. За свою цену вы получите стабильного фармера, который не видит десяток. Ну, конечно, если вы не будете играть во взводе с союзником, у которого танк не льготный. Но в целом, если вы играете один или с другом на льготах, танк не будет видеть десятки. Вы стабильно будете играть 8-9 уровень боя. И чаще всего, как я заметил, это восьмерки. Вы всегда будете в основном с восьмерками. А играя с 8 уровнями, даже вот взять такой тяжелый сетап, как сейчас, вот мы сыграли, то есть если вы будете грамотно выцеливать противников, они для вас не составят в принципе конкуренции. Потому что 196 пробития базовым снарядом, этого, друзья, вполне достаточно. Поэтому для кого подойдет этот танк? Ну, для любителей тяжа однозначно. То есть вы не будете страдать от артиллерии, потому что будете стабильно переезжать при нужде, то есть мансовать можно на этой машине. Она достаточно подвижная, учитывая, что это тяжелый танк. Если вы новичок, хотите освоить тяжелые танки, эта машина будет прощать вам много ошибок. Потому что у нее есть броня, есть хороший запас прочности, это тоже важно. Ну и плюс, если вы хотите иметь какой-то интересный тяж в ангаре, этот тяж приближен к ИСу-3, да, там не такая прям точная пушка, у ИСа-3 пушка будет получше и пробитие повыше, но ИС-3 играет с десятками, а мы с десятками не играем, поэтому сейчас рандом сложился таким, что очень много боев происходит именно на 8 уровне, потому что все фармят, кто-то качает. И вот на сегодня, это я считаю, из льготов, опять же, из льготных тяжелых танков, это лучший выбор. Поэтому, если вы задаетесь вопросом, стоит брать эту машину или нет, друзья, однозначно стоит. К сожалению, опять же, жаль, что вы не можете протестировать ее до покупки. Но с другой стороны, взяв его за боны, вы же понимаете, что вы сможете в будущем нафармить эти боны обратно. Поэтому я рекомендую эту машину все-таки рассмотреть. Если понравилось видео, палец вверх, подписка, пиши мнение в комментариях и пока-пока.